Привет, друзья! Когда Трамп начинает играть в святые образы и виртуальные троны, это уже не просто шоу, это вызов здравому смыслу и международной стабильности. Помимо гольфа, похоже, что вторым любимым занятием президента США Дональда Трампа стали провокационные публикации в социальных сетях. Всего за несколько дней до предстоящего конклава Трамп опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в облачении Папы Римского. Ранее он уже шутил, что сам был бы не против стать новым главой католической церкви. Прошла всего неделя после того, как Дональд Трамп присутствовал на похоронах Папы Франциска, как он вновь оказался в центре внимания. На этот раз именно из-за весьма спорной публикации в соцсетях. На изображении он представлен в традиционной папской одежде, на нем он одет в белую сутану, ту самую, которую обычно носит действующий понтифик. На груди висит длинная золотая цепочка с крестом, а голову венчает пышно украшенная митра, как у настоящего папы. Это фото быстро стало вирусным, оно не только появилось в личном аккаунте Дональда Трампа, но и было ретвитнуто через официальную страницу Белого дома в сети X, ранее Twitter. Кстати, как вы видите, на изображении Трамп восседает на позолоченном кресле с красной обивкой, напоминающей трон, и властно поднимает вверх указательный палец правой руки. Его выражение лица строгое, а взгляд словно проходит мимо зрителя, придавая образу особую значительность. Но давайте вернемся на несколько дней назад. Трамп в ответ на вопрос журналистов прямо в Белом доме заявил с иронией, что хотел бы стать папой. Цитата: «Это была бы моя первая кандидатура», — сказал он, вызвав волну комментариев в прессе. Когда его спросили, кого бы он хотел видеть следующим понтификом на предстоящем конклаве, 78-летний политик добавил, цитата: «Нет, я не знаю, у меня нет предпочтений». После смерти Папы Франциска католическая церковь стоит на пороге важного выбора – избрания нового духовного лидера. Напомню, что конклав начнется уже в следующую среду. Если над Сикстинской капеллой поднимется черный дым, это будет означать, что более 130 кардиналов еще не смогли достичь согласия. Белый дым, напротив, станет символом появления нового папы. Безусловно, друзья, сам Дональд Трамп понтификом не станет, однако его это, похоже, и не смущает. Как вы знаете, провокация для него дело привычное. Например, в феврале он в очередной раз привлек к себе внимание, опубликовав в соцсетях видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором демонстрировал свое будущее видение сектора Газа. На ролике сверкающие небоскребы, роскошные яхты, оживленные пляжи и даже золотая статуя Трампа, возвышающаяся в центре пейзажа. Все это выглядело как фантазия, вырванная из научной фантастики, но и в то же время как откровенное политическое послабление. Федеральное ведомство по охране Конституции Германии завершило многолетнюю проверку и пришло к окончательному выводу. Партия «Альтернатива для Германии» теперь официально признана организацией, представляющей особо устойчивую угрозу демократическому порядку страны. То есть ее классифицировали как подтвержденную крайне правую структуру. Хочу обратить ваше внимание, что именно это решение пока не повлечет автоматических изменений в оценке отдельных земельных структур партии. В условиях немецкого федерализма каждая федеральная земля самостоятельно принимает решения по подобным вопросам. Так, например, министр внутренних дел Бранденбурга Катрин Ланге пояснила, что у них на данный момент земельное отделение «Альтернативы для Германии» по-прежнему считается в статусе подозрительного, и, скорее всего, такой статус останется без изменений в ближайшем будущем. Власти земли намерены в первую очередь тщательно изучить экспертное заключение, на основе которого было принято решение о признании всей партии как крайне правой. Только после анализа документа будет решено, стоит ли пересматривать статус регионального отделения «Альтернативы для Германии». С аналогичной осторожностью к ситуации отнеслась и министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабина Зютерлинг-Вааг. В интервью газете Bild она отметила, что федеральная классификация не означает автоматического переноса такого же статуса на их местное отделение «Альтернативы для Германии». В этой северной земле партия также остается под наблюдением как подозрительная группа, но еще не признана окончательной угрозой. Тем временем в Северном Рейне-Вестфалии реакция властей была более политически окрашенной. Премьер-министр земли Хендрих Вюст заявил, что для всех демократических сил в Германии теперь должно быть очевидно: альтернатива для Германии АДГ – это главный политический противник. Впрочем, несмотря на столь резкое заявление, региональное ведомство по охране Конституции в Северном Рейне-Вестфалии не собирается менять свою позицию.
Альтернатива для Германии в этой федеральной земле не имеет ни статуса подозрительно, ни статуса подтвержденно враждебной демократии организации. Представитель ведомства пояснил, что не выполнены условия, при которых можно бы официально объявить региональное отделение партии объектом наблюдения. Ранее, кстати, наблюдению в этой земле подверглась только молодежная организация партии «Молодая альтернатива», но и она была уже распущена. В Баварии власти также не спешат ужесточению позиций. Там альтернатива для Германии, АФД, пока фигурирует лишь как партия для предварительного анализа. Министр внутренних дел Баварии Йохим Херман заявил изданию Bild, что сейчас главное понять, можно ли считать всю партию носителем антиконституционной идеологии. Он подчеркнул, что наблюдение пока не охватывает всех активистов и членов партии, а также добавил, что необходимость корректировки позиций будет оцениваться исключительно профессионально на уровне земельного ведомства. Дальше, в Мекленбурге Передней Померании, министр внутренних дел Кристиан Пегель обратился к федеральным органам с просьбой предоставить доступ ко всему заключению, на основании которого было принято новое решение о классификации АДГ. Он пояснил в эфире телеканала, что все земли должны иметь возможность ознакомиться с полным содержанием документа, а не только с заголовками из прессы. Цитата: «Мы не должны создавать впечатление, что у нас есть основания, но мы их не называем», предостерег Пегель. По его словам, в итоге должно быть возможно озвучить хотя бы ключевые фразы, которые легли в основу такого серьезного вывода. Пока же в Мекленбурге и Передней Померании региональная альтернатива для Германии все еще значится как объект проверки, и только признание ее как стабильной структуры с антидемократическими стремлениями позволит местному ведомству раскрывать, как именно ведется наблюдение. Тем временем премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль отнесся к возможному запрету партии осторожно. Он отметил, цитата: «Процедура запрета должна быть тщательно продумана, ведь правовые барьеры на этом пути очень высоки. Это непростое решение», добавил Вайль. Каким именно будет дальнейшее развитие ситуации вокруг земельного отделения альтернативы для Германии в Нижней Саксонии остается пока неясным. Известно лишь, что с мая 2022 года это отделение официально считается подозрительным с точки зрения подрыва демократических норм. Дальше. Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позик видит в ужесточении оценки альтернативы для Германии закономерный итог усиления идеологической жестокости внутри партии. Цитата: «Мы также будем проверять, в какой степени новая классификация со стороны Федерального ведомства по охране Конституции отразится на положении членов и функционеров альтернативы для Германии, работающих в государственных структурах», отметил Позик. По его словам, сотрудники полиции и администрации должны безоговорочно поддерживать принципы свободно-демократического устройства. Напомню, что в Гессене земельное отделение АФД официально признано подозрительным с ноября 2023 года. Еще министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль также дал четкую оценку. Цитата: «Теперь окончательно ясно, что образ умеренной силы оказался иллюзией». По его словам, новое решение подтверждает наличие веских оснований для наблюдения за альтернативой для Германии в Баден-Вюртемберге, которое проводится с 2022 года. Штробль подчеркнул, цитата: «Политическое противостояние с этой партией должно продолжаться здесь и сейчас. Мы обязаны снова и снова раскрывать суть. Так называемая альтернатива на самом деле не предлагает ничего, кроме презрения к нашему демократическому существованию». И для справки, друзья, хочу отметить, что пока только в 3 федеральных землях партия классифицируется как подтвержденно подрывающая демократический строй. Это в Саксонии, Саксонии-Анхальт и в Тюрингии. А теперь давайте обсудим Трамп в облачении папы и альтернатива для Германии как угроза демократии. Что из этого вам кажется более опасной политической реальностью? Подпишитесь, чтобы не пропустить новое видео, и спасибо за просмотр.